Друзья, вы на канале «Система». Приветствую всех. Спасибо, что смотрите. Мы продолжаем детально и системно анализировать важные темы и тренды. Делаем это достоверно, коротко и понятно. Итак, осторожно, незваные миротворцы. Все больше государств и политиков норовят усадить Украину и Россию за стол переговоров, чтобы договориться, если не о мире, то хотя бы о перемирии. Но за чей счет? Какие интересы преследуют так называемые посредники и переговорщики? И как Украине не попасть в миротворческий капкан? Об этом мы поговорим сегодня. Досмотрите это видео до конца, будет интересно. Итак, пожалуй, самый громкий из миротворцев, к услугам которого Украина еще не обращалась, это 77-летний Лула де Сильва, новоизбранный президент Бразилии. Страны, где очень много, нет, не диких обезьян, а снарядов к танкам «Леопард». Тут важно подчеркнуть, что президент Лула отказался передать их Украине по запросу Германии. При этом Бразилия не присоединилась к санкциям против России, опасаясь навредить импорту российских удобрений. В общем, роль так называемой нейтральной страны для Бразилии очень удобна и даже прибыльна. Вот только играет ее президент Лула из рук вон плохо. Его скандальное заявление вызывает неприятие не только в Киеве, но и в Вашингтоне. То он в равной степени возложит ответственность за войну и на Путина, и на Зеленского, то публично предложит Украине отказаться от Крыма. Но недавно и вовсе упрекнул Запад в поставках оружия Киеву. Соединенным Штатам необходимо прекратить поощрять войну и начать говорить о мире. Европейский Союз также должен начать говорить о мире. Важно иметь терпение для разговора с Путиным и Зеленским. Но прежде всего необходимо убедить страны, которые снабжают оружие, поощряют войну, остановиться. В Белом доме не без раздражения отметили, что заявления бразильского лидера повторяют тезисы российской и китайской пропаганды. Что особенно настораживает, озвучил их Лула не у себя дома, а в Китае после встречи с Си Цзиньпином. Более того, президент Бразилии предложил создать целый клуб так называемых миротворцев с участием стран Латинской Америки и Объединенных Арабских Эмиратов. Ну и все это, конечно же, под предводительством Китая. Каким будет мир, который пытаются навязать Киеву все эти страны? Спрогнозировать не тяжело. Заморозка конфликта, интеграция оккупированных украинских территорий в Россию с жесткими расправами над несогласными. Военная передышка для Москвы, ну и почти наверняка новая, еще более кровавая война в недалеком будущем. Тут надо быть реалистами. НАТО не возьмет под свою защиту Украину, если территориальные споры с Россией не будут урегулированы. И неважно, военным либо дипломатическим путем. Ну а что получат Китай, Бразилия и другие участники этого клуба? Ну, главный приз – это ослабление мирового продовольственного и энергетического кризисов. Кроме того, иллюзия уменьшения вероятности ядерного конфликта между США и Россией. Но еще в подарок удовольствие от унижения Америки, ну и окончательное прощание с однополярным миром. Именно поэтому в Киеве на все подобные мирные инициативы реагируют жестко. В частности, предельно ясно выразился секретарь СНБО Алексей Данилов. Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие – лучший посредник и единственный понятный для России аргумент общения. С другой стороны, Киев не может позволить себе вовсе игнорировать миротворческие инициативы Китая. Ведь Си – это, пожалуй, единственный мировой лидер, которому Путин не просто прислушивается, а, что называется, смотрит в рот. Этим можно объяснить давно анонсированный и, наконец, состоявшийся телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина. Китайский лидер выразил свое видение урегулирования конфликта. Зеленский предупредил, что какие-либо территориальные уступки агрессору неприемлемы. Но из конкретики Китай назначил своего представителя, который отправится в Украину для обсуждения конкретных договоренностей по прекращению войны и не только в Украину. Это известный китайский дипломат Ли Хуэй, 10 лет проработавший послом в России и получивший за это от Путина орден дружбы. Интересно, какие предложения он привезет в Киев и не будут ли они выдержаны в духе другого китайского дипломата, посла Китая во Франции Лу Шае, который на днях дал интервью французскому телеканалу, ну и наговорил там такого, что пол Европы стало на дыбы. Считаете ли вы Крым украинским?
Это зависит от восприятия этой проблемы. Есть история. Крым изначально был российским. Хрущев отдал Крым Украине во времена СССР. Да, но по международному праву Крым принадлежит Украине. По международному праву страны бывшего СССР не имеют, как бы это сказать, эффективного статуса в международном праве, поскольку не существует международного соглашения, конкретизирующего их статус суверенной страны. Страны Балтии сразу же выразили протест из-за скандальных заявлений китайского дипломата, но официальный Пекин сделал вид, что это всего лишь частное мнение, а не позиция государства. Так ли это? И не проболтался ли случайно Лу Шаи о том, что в Пекине думают об Украине на самом деле? Вопрос, как говорится, риторический. И если бы только бразильский президент Лула поддерживал так называемые миротворческие усилия Пекина. К сожалению, они находят поддержку и в Европе. Французский президент Макрон, испанский премьер Санчес ездили к китайскому лидеру просить о посреднической миссии. Миротворческую роль Китая приветствуют глава МИД Венгрии Петер Сиярто и министр обороны Италии Гвидо Крозетто. И даже противники подобных миротворческих инициатив публично признают возможность невыгодного для Украины компромисса. Вот что, например, на днях заявил лидер правящей партии Польши Ярослав Качинский. Сегодня мы не знаем, чем может закончиться война в Украине. Есть признаки того, что она может закончиться определенным компромиссом, а не окончательным урегулированием. А это, к сожалению, будет означать, что вскоре могут появиться новые опасности. Мы не желаем такого решения. Так что Киеву стоит рассчитывать прежде всего на США и Британию. Ведь для кого-кого, для Вашингтона посредничество Пекина явно неприемлемо. Судите сами. Потратить десятки миллиардов долларов на военную и экономическую поддержку Украины, чтобы в конце позволить главному геополитическому сопернику пожинать лавры миротворца, пока это выглядит маловероятно. Впрочем, уже осенью в Штатах начинается избирательная кампания, которая, скорее всего, превратится в матч-реванш между Байденом и Трампом. Последний, напомню, очень опасается союза Пекина и Москвы. И, конечно же, Трамп не даст Си возможности сохранить Путину лицо и стать главным миротворцем на планете, но с большим удовольствием сделает это сам. Как только мы выиграем президентские выборы, я урегулирую чудовищную войну между Россией и Украиной. Я лично знаю Путина и Зеленского. Никакой сложности договориться с ними нет. Я сделаю это в течение 24 часов. Многие аналитики на Западе уверены, что у Украины остается всего несколько месяцев, прежде чем международное давление станет настолько мощным, что сопротивляться ему Киев будет уже не в силах. Именно на это рассчитывает Путин. Но это не единственный сценарий. Украина вполне может написать собственный, не в кулуарных переговорах с французскими или китайскими дипломатами, а на поле боя. Вокруг украинского контрнаступления уже столько спекуляций, как в западной, так и в украинской прессе, что я ограничусь констатацией, что это наш единственный шанс не дать навязать нам невыгодный мир. Кстати, об этом же пишет и влиятельное американское издание New York Times. Цитирую. Без решительной победы западная поддержка Украины может ослабнуть, и Киев может столкнуться с растущим давлением, чтобы начать серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта. Конец цитаты. Если же украинская армия снова удивит весь мир, так как она удивила его во время Харьковского наступления, или Херсонской операции, даже такие лидеры, как Орбан, не смогут найти убедительных аргументов прекратить поддержку Украины до полного восстановления контроля над нашими границами. План, конечно, рискованный, и его реализация требует огромных усилий и щепотки военной фортуны. Без этого тоже никак. Но, кажется, это единственный варіант приємлемого для України завершення війни. Росія має програти. Іншої мети у світу бути не може. Бо все інше – це програш життя, це програш права, це програш, власне, світу. Ну а всем так называемым сторонникам мира любой ценой, особенно внутри Европы, хочу напомнить известную цитату Уинстона Черчилля. «Миротворец – это тот, кто кормит крокодила в надежде, что тот съест его последним». Напоследок вопрос к вам. Верите ли вы в посредническую миссию Китая, Бразилии, или какой-либо другой страны? И при каких условиях, на ваш взгляд, мир с Россией возможен, если он вообще возможен? Напишите в комментариях, для меня очень важно ваше мнение. Друзья, это «Система». Мы продолжаем держать руку на пульсе событий и анализируем то, что действительно важно. Верим в победу и помогаем держать строй. Берегите себя. Счастливо.